Пошатнулась опорная подошва, не съем я сегодня вечером сладкое. То есть мы сначала приземлимся с прыжка, разорвем себе мениск, надорвем. И потом скажу, ой, кажется, я травмировалась. Вот любое движение, любая поза на сцене – это правильная постановка корпуса. Правильная постановка корпуса начинается с фундамента. Фундамент – это ваша подошва. Плие глубокое. Перешли. Я иногда жалею то, что говорю глубокое плие, потому что как вижу навалы, так мне сразу дурно становится. Когда вы начинаете приседание, нам обязательно надо иметь контроль мизинцев к полу и пяток. Мизинцы и пятки к полу. Причем, как бы вы ни старались, пятки, сволочи, все равно приподнимутся. Представьте, что вы прижали что-то жизненно важное для вас пяткой к полу. Прижали. Готовы? А потом я спрошу, кто-нибудь из нас знает, почему я прошу мизинцами нажимать на пол? Мне интересно. И вот она, позади стоящая нога, левая, начинает нам пакостить. Она только что была в навале. То есть больше опиралась на большой палец, чем на мизинец. А теперь правая. У вас здесь приседание, взлет на полупальце, вставание на полупальце, да, и вновь приседание. Это фактически модели идут прыжков. Аллегро, то, как вы приземляетесь. Приземляется можно удачно, неудачно. Зависит это от того, вы контролируете мизинцы, прижатые к полу, или не контролируете. Так почему же эта история возникает про мизинцы, Оля? Чтобы не было завала колена. Чтобы выкручивать икру изнутри к наружу и не заваливаться на большой палец. У стариков балетного преподавания считалось, что ведущая нога в демиплие важна. У меня к вам вопрос. Что есть ведущая нога в демиплие? Кто знает? 2. Оп, Галя. Ведущая нога в демиплие это какая? Которая? Хотя бы которая? Которая поворачивается. Поворот. Руки алонже. 2. Ведущая нога считается позади стоящей. Ведущая нога считается позади стоящей. Поэтому позади стоящую ногу надо контролировать навал и прижатие мизинца к полу с пяткой больше, чем впереди стоящую. И на нее, на позади стоящую ногу, желательно внимательнее подавать часть своего веса. И плие вновь. Но честно признавайтесь, кто контролировал мизинцы на опорной ноге? Скажите, мы до 3 считали, мы не могли сразу и то, и до 3, и мизинцы контролировать. Я опять спрошу, кто умудрялся контролировать мизинцы у ведущей ноги хотя бы? Можно было треснуть подзатыльник и сказать, ну-ка, убери навал на позади стоящей ноги. И ребенок делал. А со взрослыми как быть? Нет, нельзя. Нельзя. Ролеве на полупальце. Совсем без навалов, совсем на мизинцах. Демиплие, левую ножку, пяточку и навал. Марина, а почему потом? Представляете, я рядом стою, я заранее предупредил. Представляете? Я заранее предупредил. Она садится неправильно и только потом делает вот так вот. Так. То есть мы сначала приземлимся с прыжка, разорвем себе мениск, надорвем. И потом скажем, ой, кажется, я травмировалась. Давайте, с левой. А не будет ли поздно? Объявлена битва за правильность исполнений демиплие и... совсем без навала. Вот молодцы. Специально показывал. Обе ноги демиплие. Обе работающие тоже присогнется.
проходит первую позицию на демиплие, проходит без навала. Вы контролируете в это, вы можете, да, располагать колено. Галя, я вижу, как вам интересно. Да какие навалы? Да чего там навалы? Да подумаешь. Это фундамент под огромный мах, в котором вас нога собственная вынесет в колоссальный прыжок в шпагат. Вы сфотографируетесь, в Инстаграм выложите. Понимаете? А если вы будете ножку кидать вот таким способом, куда же вы вылетите-то у меня? А? Куда вы лететь будете? Катя, по диагонали. Нам надо по прямой, нам надо предполагать точно, куда вы летите. То есть, приседая в демиплие, все же через первую. Что такое первая позиция? Ровное расположение, грудь, кости таза, пятки. И у вас нога идет сквозь эту позицию и туда, и обратно, и сюда. Почему вы когда... И раз, и все равно я вижу несколько ног в навалы. 2, и раз. Как обидно, когда несколько ног в классе в навалах. 2. Релеве, плие, без навала совсем, вот. Но другое дело, вот плие. Раз. Почти все молодцы. Почти все. Прям вот контролировали, даже с ногой высоко, да, чтобы как ваша стопа работает, чтобы никаких навалов не было. Молодцы. 4. Надо контролировать мизинцы, пятки, икры. Контролировать. Полупальчики, руки наверх, взгляд направо. Ноги убедительные, ноги крепкие. И вот этот прием, который мы с самого начала урока разбирали, обращали на него внимание, он позволяет нам здесь оставаться в ногах в контроле. В контроле. Раз. Контакт. Да? Контакт ног. Контакт. 2. Раз. Еще раз. 3. И все сначала. И раз. Контролировать. 2. Контролировать сильные ноги. 4. И не пустые по вторым позициям. А не пустые не пустые. Опиранием на мизинцы и выкручиванием икр. 2. Крепко. Обе. И раз. Обеими ногами цепляться за пол. 3. 4. Вперед ставим. 4. Ох уж эти навалы. Ксения, как же быть? Очень важный этот прием. То есть это единственный способ, чем можно удержать неподвижность. Раз. Чем можно удержать устойчивость. У нас выворачивание голени. Стоп. Глухие, да? Еще раз. Мы не можем, когда вы говорите с кем-то, а мы делать должны, да? Мы уже не слышим. Делайте. У нас выворачивание голени – это прием к устойчивости, к правильной постановке корпуса. Да? Вот любое движение, любая поза на сцене – это правильная постановка корпуса. Правильная постановка корпуса начинается с фундамента. Фундамент – это ваша подошва. И правильная постановка корпуса нужна не только ради эстетики, а еще и ради техники. Да? Да. 2. Ради техники. А что такое техника? Вот да, мы говорим техника. А техника – это устойчивость. 3. Вот какая молодец, неплохо. Раз. Сейчас в сторону посмотрим. И 3. Ой. И 2. Валится. 3. Как стопы расположены на полу? 1, 2, 3, 4. Влево. Итак, ваша устойчивость зависит от того, как, в частности, как вы располагаете пальчики на полу, вря при этом задания. И 1. Пальчики на полу. 2. Через первую назад. 2. Пальчики на полу. Ну, Галя, пальчики на полу.
вытянулись. Алёнже, Кузнецов в ее ногах был. 2. Вторая группа. Пальчики на полу. Слушайте, вы так прилично стоите, то ли из-за камер, то ли из-за того, что я объяснил про навалы. Стоп. Вот мне это недопустимо. Это недопустимо. Фондю, и сразу же пошла вот эта история. Понимаете, мы же с самого начала, с первого класса, люди, слушайтесь, с первого класса у нас сгиб идет колено не сразу вниз, а мы начинаем с того, что мы мышцы над коленями отдираем на мизинцы и присгибаем миллиметр за миллиметром. Но почему? Потому что мы должны контролировать шатание опорной подошвы. Нам педагог не давал шага сделать, если у нас, у тебя подошва дрогнула, весь урок сначала. Да, и за Аней весь урок сначала. Палки поставим и еще раз начнем, да? Так будем делать. Держите 3, 4. У вас, кстати, 2 ноги. Мы с вами двуногие. На второй ноге тоже может быть навал. Но пошатнулась опорная подошва. Не съем я сегодня вечером сладкое. Не будет праздника. Ужас. 2. Я внимательно наблюдаю за всеми подошвами. Раз, вижу одну шатающуюся. Я нашел, как собачка трюфель. Вы понимаете, вот именно от этого и зависит часть устойчивости. Если к такой не шатающейся подошве нам приложить крепкие ягодицы и живот, правильно расположенную кожу на лопатках, то уже можно на что-то рассчитывать. Ань, пошатнетесь, неделю сладкого нельзя есть. Не пошатнетесь. У Билла Гейтса получится изобрести унитаз без воды. 1, 2. Что вы смеетесь? Это проблема в Африке. И тема урока продолжается. Какая тема? Какая тема? Не пошатнуться, устойчивость. Готовы? У меня по результату нашего сегодня урока вопрос. Итак, что такое навалы? Это первый вопрос. А второй, почему важно с ними бороться? Навал — это когда мы становимся в позицию, и у нас вес тела переносится на переднюю часть, то есть на большие пальцы ног. Получается, допустим, если мы стоим, вот становимся в идеальную прямую позицию, у нас вот сюда вот уходят стопы. Когда мы садимся в колени, получается еще хуже. У нас входит вперед колено, и мы даем весь вес на вот эту большую плюсневую кость. Чем это чревато? Это чревато в первую очередь травмами колена. То есть все, что у нас внутри, это низкий, передний крест, то есть колено у нас сразу травмируется. Мы теряем устойчивость, когда мы стоим с ногами. У нас, получается, нет устойчивости. Когда мы начинаем что-то делать, нас начинает болтать. Это неправильно. Мы теряем баланс корпуса. Как избавиться от навалов, нужно давать вес тела на мизинчики. Как учитель Илья Леонидович, самое оптимальное учить выворачивать ноги. Это из 6-й позиции, когда мы стоим, и мы икры выворачиваем наружу. То есть вот мы стоим в обычной позиции, вот я ее пытаюсь выворачивать. Таким образом мы поднимаем внутренний свод стопы. Вот мы давим на мизинчики. Сейчас я не успеваю камеру туда-сюда. То есть, опираясь на мизинцы, мы что делаем? Выворачиваем икры изнутри к наружу. И это поднимает свод стопы. Да, поднимает свод стопы. В этот же момент мы напрягаем бедра и подаем тазовые кости вперед, чтобы у нас вот был ровный корпус. После этого мы сохраняем данное положение тела, отодвигаем носочки, максимально не разворачивая таз и не меняя постановку ног и корпуса. Мы пытаемся встать в ту первую позицию, которая нам в данный момент доступна. Это важно, то есть в ту позицию, которая нам доступна. Вот. И если мы берем больше, чем надо, то появляются, соответственно, проблемы. Да, появляются проблемы, появляются навалы, нас начинает шатать. Зачем? Это приведет
со временем, если тянуться, закачивать ноги. Но работать вот в таком положении нельзя. Лучше, да, лучше меньше. Вот лучше меньше, но Но устойчивее. правильно. Но правильно. Оль, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.